Вечер в хату, дамы и господа, это мой первый обзор о чем-либо на ютубе, поэтому прошу не судить строго мою речь и голос. Сегодня хотел бы рассказать про свои очки Orca FPV-1. Я купил свои очки в середине лета и получил их в первой половине января. Можно было бы их получить в 2019 в первой сотне партии, но я специально выбрал второй месяц поставки, чтобы избежать багов первых партий. Итак, перейдем к самим очкам. Мне достались маленькими дефектами и некритичным багом. Баг заключается в том, что иногда не включается второй монитор и нужно перезапускать очки. Хочу сразу подметить, что второй вариант маски вышел нежным и ее очень аккуратно нужно снимать с липучки. Была проблема со слетающим ремешком, особенно когда надеваешь их на шапку, но все решилось усадкой. Показываю решение. Еще хотелось бы отметить, что к подарочному патчу не шел в комплекте уголок или удлинитель, хотя у Pro антенны они есть. Думаю, что первую версию патча решили сплавить как мини-подарок. Приклеивание липучки самому, скорее всего, приведет к неравномерному контакту. А в DVR есть баг, черная полоска справа. Я думаю, это решат новые прошивки. Также была проблема с аккумулятором, кабели порвались внутри через перелом в том месте, куда он уходит в корпус. Мне пришлось отрезать около 25 мм и перепаивать их. Аккум вылечен и все так же достает до разъема. Все описанные мной баги и недостатки я отправил в суппорт, на что они предложили сделать возврат и прислать мне новые, но я решил их оставить. Баги не стоят времени и средств, потраченных на пересылки, тем более что Orca дает 2 года гарантии. Описав суппорту проблему с аккумулятором, я попросил штук 5 кабелей для ремонта, но они решили прислать новый аккумулятор, за что им большой респект. Я отлетал в них около 50 аккумов. Летал не самой крутой камерой, но картинка меня полностью устроила. Есть один нюанс. Если у вас плохое зрение, то углы будут размыты. Мои минус 1,5 привыкают за минуту. Кто-то писал в закрытой группе о том, что можно кардинально изменить впечатление картинки, используя линзы. Но вот вам то, что говорят другие пилоты. Так как насчет картинки? Ну, скажу честно, в принципе неплохо. Плюс-минус то же самое, что HDO 2, но только резкости, я не знаю, мне резкости немножко не хватает. Ну да. Мне бы чуть-чуть резкости больше, потому что мажет. Когда летаешь плавно, хорошо. Когда начинаешь разгоняться и уже немножко валишь на скорости, то начинает очень здорово мазать все. Так, Валик, что ты там лазит? И оно, понимаешь, неровный экран, а такое ощущение, что он края вот вверх, да, вверх и низ, он как будто вот Потому вовнутрь что на HDO, втянут. Во-вторых, такого эффекта нету, то есть я его не заметил. Ай, блядь. Вот ты специально, да, чтобы я вот это в штаны надел, прям флаг поймать. Не, ну мне нравится, они на лице хорошо сидят. Да? Нравится эргономика, в общем, да? Да, эргономика лучше, чем HDO 2. HDO первые хорошо все было, HDO вторые эргономика немножко все-таки поэтому на них упала. Такс. Экраны плюс-минус одинаковые, капитальная разница в линзах. В HDO 2 действительно все четко, все ясно, но в плане залета в ворота один хрен разница. Они большие, как это, 600 ТВЛ натянули на большой экран, и поэтому оно видно. Если увеличить разрешение совсем капитально, то ворота будут такими же маленькими, как, наверное, в скайзонах, третьих OLED. Но взяв скайзоны с 35 градусами, я не смог летать адекватно по воротам с той же скоростью. Буквально таки на уровне того, что приближаясь на скорости к воротам, я их не успеваю довернуть. Это все тренировки, я понимаю, но по факту, одев HDO 2 или Орки, я сразу же влетаю в ворота просто на максимальной скорости. То есть ты бы посоветовал и то гонщику, да? По поводу профессиональных гонщиков, которые топят на все деньги, когда газ в пол и вперед на соревнования, это нужно смотреть самому лично. Посоветовать, конечно, можно много чего, но вот для начинающих, для фристайлеров, да, то, что надо. Для профессиональных я много слышал, что надо, наоборот, маленькие экраны. Мне зашли больше большие. Даже после скайзона вторых, одев HD 3 с 42 градусами экрана, мне было комфортнее. Но четкость изображения на HD 3 была ниже, чем на вторых скайзонах. Как-то так.
Итак, дизайн. Мне понравилось, что дизайн очков современный, а органы управления сделаны лаконично. Встроенный хеad-трекер позволил освободить место для второго отсека. В планах в него хотят вставить модуль для прямых трансляций из очков соцсетей и связь с подвесом через OcuSync 2.0. Я вижу интересную концепцию на этом, где я могу снимать какой-нибудь матч с Мавика и параллельно быть комментатором, делая стрим и комментируя происходящее одновременно в FB или инсту. Или же второй отсек может послужить для какого-то HD приемника, а может это все будет в одном модуле. Пишите свои догадки в комментариях. Итак, битва. Между ними есть действительно три важных отличия. Первое – эргономика. Посадка на лице у орка более анатомической формы. Скорее всего, вы в них будете меньше уставать и чувствовать себя комфортнее. А также ремешок у орка шире, значит очки будут сидеть плотнее и удобнее. Если вам интересны все подробности и настройки в орках, могу записать отдельный видос по настройкам, дайте знать в комменты. Итак, последний пункт. Прокрутки межзрачкового и резкости легко сбиваются на HDO 2 из-за слишком легкого хода. У орка шаг больше и ход жестче. Значит, настройка межзрачкового не сбивается от прикосновения или от того, что вы положили очки. Но шаг настройки межзрачкового у HDO 2 меньше, значит можно более тоньше настроить расстояние между глаз. У орка есть несколько своих фишек, комплектный аккумулятор компактнее. Самая главная его фича – съемный балансировочный кабель. Можно включить индикацию опущенной головы, настроив по градусам, очки будут оповещать, когда вы опустили голову. Также можно закинуть свое изображение на загрузочный экран. Но от себя хотел бы добавить, что Orca немного загадочная компания, но это не мешает им быть достаточно отзывчивыми.